Происхождение казаков. Казачество – явление, которое во много определило русскую историю, положение Российской империи, а уж про судьбы Украины, народов Кавказа и отчасти Турции и говорить не приходится. Казачий мир со всеми его достоинствами и недостатками стал ключевым фактором формирования многих народов Европы и Азии. Ими была освоена Сибирь, присоединена Кубань, успешно отражены набеги крымских ханов. Но все время оставался неясным вопрос. А кто такие казаки сами, от каких народов они появились? Это сложнейший вопрос, точного ответа на который просто не существует. Казаки – это и этнос внутри славянского мира, и социальная группа Российской империи, и вполне себе отдельный народ, ощущавший себя совершенно иными на фоне прочих. Фактически, мы имеем дело с профессиональной группой, выбравшей себе занятием полукочевую жизнь, конные и реже морские грабежи, впитавшие в себя традиции многих народов, но называемым казаками скорее как профессия, нежели происхождение. Поэтому казаки фиксируются как на юге Украины, так и на Урале, на Дону и Волге, в Сибири и Даурии, будучи схожими скорее по образу жизни и самоназванию. И уже исходя из этого, каждая крупная группа казаков – запорожские, донские, терские – будут иметь разное, часто далекое друг от друга происхождение, но сходное устройство жизни и быта, продиктованное скорее особенностями деятельности, чем общим происхождением. В околоисторической литературе широко распространено мнение, согласно которому история казачества насчитывает многие тысячи лет. А предками казаков являются народы, издревле населявшие Северное Причерноморье и Предкавказье, кемерийцы, скифы, сарматы, готы, гунны, хазары и другие. Или же обитавший в тех же краях некий древний казачий народ. Подобные утверждения не выдерживают научной критики, так как не только не подкрепляются данными надежных источников, но и решительно противоречат им. Поэтому разумно разделить казаков на географические группы, что позволяет хоть как-то увязать их с окрестными народами. Украинское казачество, донское, терское, кубанское, а также позднейшие уральское, сибирское или даурское будут рассматриваться отдельно. С XVIII века в науке ведется дискуссия о происхождении казаков, широко распространенной и до последнего времени считавшаяся аксиомой, является миграционно-колонизационная беглокрестьянская гипотеза. Но она имеет слабые стороны, связанные с появлением казаков задолго до оформления крепостного права, разницей в стереотипе поведения мирного крестьянства и воинов-казаков с условиями Дона, как края войны и мира кочевников, этническими процессами в степи. Она, кроме того, игнорирует все увеличивающиеся сведения, в том числе археологические, о присутствии на Дону славян, населения, контактировавшего и смешивавшегося с разноэтничными элементами степи. В степи действовали бродники, имевшие много общих черт с казаками. И вероятнее всего, картина была следующей. Примерно с VII века на Дону, в современной Белгородской области, фиксируются славянские поселения, славянская культура, рамено-борщевская. Считается, что носители – некое неизвестное летописям, племя, родственное северянам, по Седову. Кроме того, ученым известен феномен донских славян, многочисленных культур юга, которые практически бесследно исчезли, вероятно при нашествиях, одним за одним – авар, булгар, печенегов и половцев. Некоторая часть этих славян вполне могла уцелеть, перенять тюркские обычаи коневодства и кочевой жизни и была известна в летописях как свои поганые. Племена бродников или черных клобуков, которые вроде бы не выходили в состав Руси, но их вожди носили славянские имена. Таким образом, для славян, которые хотели вести более свободную и кочевую жизнь, бедняк оставшихся без родни и дома, искателей приключений, образовался мост в мир тюркских кочевников и их славянских соседей. И жизнь казака, свободного искателя приключений, изначально привлекала тюрок, а затем уже и славян. Польский хронист Ян Длугаш в 1469 году оставил такую запись: множество татар, собранных из беглецов, грабителей и изгоев, которых они на своем языке называют казаками, вторглись на землю польского королевства.
Тяжелейшая жизнь в Московском царстве, в бывших владениях Киевской Руси, в рамках княжества Литовского, постоянные погромы от степняков и поборы от своих побуждали людей бежать в казаки, где можно было прожить ярко, хотя и недолго. Иван III в 1502 году в письме рязанской княгине Аграфене он выражал недовольство тем, что ее подданные уходят самодурью на Дон в молодечество. Молодец, долго бытовавший на Руси, синоним слова казак. А сын Ивана III, Василий III, в начале того же XVI века в послании крымскому хану упоминал казаков, которые на Дону живут, давно бегая из нашего государства. И огромные славянские реки потекли на юг, к уже сформированным тюрками воинских формированиям, постепенно переняли их обычаи и культуру, но этнически став преимущественно славянами. Однако сам термин «казак» в татарских языках не был в ходу, скорее всего появившись от черкесов или даже из Османской империи. Вероятно, татары взяли у черкесов в свой язык слово «казак», которое у них не имеет никакого другого значения, как чтобы называть им человека, ведущего воинственную и кочевую жизнь, как черкесы. Однако в старом татарском и родственном с ним тюркском этого слова нет, и многие татары даже не знают этого значения. В современной Украине процесс пошел быстрее всего, скорее всего по причине многочисленного населения из кочевых народов после татаро-монгольского нашествия. Регион оказался в тени, и мы можем только констатировать факт появления запорожского казачества, а затем и прочих, например, черноморского, многочисленных сечей с неясными датами и причинами появления. Тем не менее, при всем ориентальном облике казачества, службе, как православным, так и католикам, и даже мусульманам, это было вполне себе славянское население. К сожалению, этногенез запорожского казачества остался почти без достоверных данных. Мы можем видеть явную славянскую основу, изобильные тюркские элементы, но больше сказать о них нечего. Запорожцы появились стихийно, выйдя на мировую арену, уже добившись признания и славы, прошлое потерялось в веках. Процесс образования казачества в России был более долгим и сложным. В ходе его соединялись представители разных этносов. Не исключено, что в первоначальной основе ранних групп казаков находились различные этнические элементы. Старые казаки впоследствии были перекрыты русскими элементами, и большинство последующих донцов имеет русское происхождение. Первые уходы свободных русских людей на Дон, на промысел, относятся к концу XV века. Массовый наплыв беглых из России происходил во второй пол XVIII века. Многие казачьи роды имеют украинских, тюркских, калмыцких, кавказских, персидских, южнославянских, греческих и иных предков. Одна из гипотез выводит казаков из разоренного Рязанского княжества, а еще более аргументированная их хлыново вольного города на Вятке, где основали разбойничью республику беглецы из Новгорода, утопленного в крови русским царем. Когда хлыновские набеги стали слишком опасными, республику снова разорили и сожгли, а оставшиеся переселились на Дон, приняв казачьи обычаи. Аргумент этой версии состоит в том, что огромный пласт донских казаков имел северную антропологическую основу. Они были более рослыми, чем соседи, чаще шатенами и блондинами, даже в смесях с южными народами сохраняли светлые глаза, а также откровенно северный уклад жизни, близкий в аскетизме старообрядческим, которых среди казаков также было много, особенно на Тереке. Сложность состоит в том, что казаками именовали по роду занятий, поэтому в казаки были записаны все конные народы юга и степной зоны, включая даже калмыков. И в каждой зоне нахождения казаков неизменно складывался симбиоз нескольких этносов. Прежде всего украинцев и русских, ногайских татар, черкесов, выходцев из тюркского мира, от чувашей до турок, экзотических греков, армян, грузин, вайнахов, персов, валахов и калмыков. К сожалению, не имея тех, кто записал бы сложную историю казаков и их происхождения, приходится работать только с антропологическими и генетическими данными. Но первые работы по антропологии казачества появились лишь в начало XX века, когда это население было уже тотально русифицированным. Записи Броневского сообщают,
В 1282 году Баскак Татарский из Курского княжества, призвав из Бештау черкесов, населил ими слободу под именем казаков. Но они учиняли разбои и грабежи, пока, наконец, Олег, князь Курский, по дозволению ханскому, разорил их жилища, многих из них побил, а прочие разбежались. Эти последние, совокупляясь с русскими беглецами, долгое время чинили разбои. Многолюдная их шайка ушла в городе Канев к Баскаку, который назначил им место пребывания ниже по Днепру. Антрополог Бунак исследовал донских казаков и нашел у них комплекс признаком скорее между средне- и севернорусскими, хотя живут они в окружении намного более южных типов, что отличает их как от соседей, так и от украинцев. Вообще, донские казаки оказались комбинацией из наиболее характерных черт русского народа в целом, которые выражены у них более ярко, чем у просто русского населения. И что самое любопытное, Бунак не обнаружил явных следов активной метисации с другими народами, что опровергает миф о поголовной женитьбе казаков на турчанках. Согласно Бунаку, для донских казаков характерны следующие особенности: прямые или слегка волнистые волосы, густая борода, прямой нос, широкий разрез глаз, крупный рот, русые или светло-русые волосы, серые, голубые или смешанные, с зеленым, глаза, относительно высокий рост и относительно широкое лицо. По этим характеристикам донцы входят в круг морфологической изменчивости у русских и отличаются от украинцев. Еще более любопытное исследование зубов у донских казаков в рамках большого исследования русских европейской части России доктором биологических наук Верой Федоровной Кашибадзе. Зубы человека показывают очень широкий спектр данных от рациона до места рождения человека. Среди изученных 27 групп русского населения самой репрезентативной была выборка из станицы Вешенской. И в общерусском масштабе, и на фоне европеоидных групп Евразии, она показывает поразительное сходство с группой из Рязанской области. По ряду признаков сходство принимает качество тождества, тем более выразительного, что население соседних областей по этим признакам существенно отличается от верхнедонской и рязанской популяций. Был обнаружен некоторый монголоидный фактор, но очень слабо выраженный. Рязанскую гипотезу подтвердил и краниологический анализ черепов казаков, выявив мощную корреляцию с русскими Юго-Востока и конкретно Рязани. Как же согласуются данные о тюрках, северных русских и Рязани в происхождении казаков? Довольно просто. Разные исследователи обнаруживали несколько волне переселенцев на Дон. Это и изначальные кочевые народы, и беглецы из Хлынова и Рязани, и поздние поселенцы со всего юго-востока русских земель. Все трое сформировали несколько антропологических типажей казачества: высокий, темноволосый и темноглазый, с широкой головой и широким лицом, средневысокий, светлоглазый, шатен или блондин с широким лицом, а также средний вариант между ними, как правило, светлоглазый брюнет, высокий и широколицый. Каждый из них может быть назван типичным казаком, но имеет разных прародителей. Соответственно, чем южнее к Черному морю, тем процент брюнетов усиливался, как и ориентальный облик казака, но что интересно, с украинской стороны также шла постепенная колонизация казачьих земель уже на российской стороне. Терское казачество стоит несколько особняком. С одной стороны, оно имеет еще большие признаки происхождения из Рязанского княжества. Но с другой, они наиболее интенсивно смешаны с кавказским населением и существенно удаленно от русских или украинских групп по культуре. Яицкое и тем более сибирское казачество по сути уже продукт государственного устройства, когда на восток засылались несколько казачьих отрядов либо с Дона, либо черкасы из Украины, а по пути и далее в течение службы в казаки принимали желающих из местных народов: татар, калмыков, джунгар, кыргызов, бурят и монголов. Анализ переписных книг Красноярска и его уезда 1671 год дает возможность относительно точно определить этнический состав различных групп русскоязычного населения региона. В целом русскоязычное население Красноярского края состояло из собственно русских,
иноэтничная часть русскоязычного населения уезда была представлена тремя относительно немногочисленными группами – черкасами, украинцы, финно-уграми, преимущественно зырянами, коми и крещенными татарами, представителями тюркских сибирских народов. По материалам Бунака можно составить и усредненный портрет казака. У 80% казаков прямой и тонкий нос, широкий и прямой разрез глаз, широкий, четкий по контурам подбородок, широкое лицо овальной или квадратной формы, высокий и средневысокий рост, довольно длинные конечности. Волосы русые с тенденцией к его светлым оттенкам. На юге повышает процент темноволосых, а на Дону более светлые оттенки русого. Глаза голубые, серые, реже зеленые у половины населения, доля темных глаз лишь 15%. Мягкие и волнистые волосы. У мужчин обильный рост волос на теле и бороды, причем борода часто имеет рыжий оттенок. Среди кубанских казаков, по данным Гильченко, светлый тип составляет 34%, среди терских, по Малинину, 54%. Высокорослость казаков ярко выражена, особенно в сравнении с соседствующим населением. Русско-турецкие войны привели к включению в состав России обширных и почти незаселенных районов Северного Причерноморья. Назвав эти области Новороссией, правительство приступило к созданию там казачьих войск. Существовавшие на западе этих земель украинские казачьи формирования были упразднены. В 1775 году была ликвидирована Запорожская сечь. Но на их базе, с включением новопоселенцев, создавались новые Екатеринославская, Черноморская и Букская казачьи войска. С 1792 года Северо-Западный Кавказ становится местом интенсивного формирования одной из самых крупных и самобытных групп казачества – кубанской. К 1850 году сюда было переселено 25 тысяч черноморских казаков, бывших запорожцев, и 3,5 тысячи екатеринославских, 1 тысяча семей донских казаков и 98 тысяч новороссийских крестьян, в основном украинцев. В 1860 году Черноморское казачье войско было переименовано в Кубанское и в 1862 году пополнено 11,5 тысячи казачьих, донских и азовских крестьянских и солдатских семей. После чего этногенез казаков стал государственным делом и проходил к тех реалиях, куда заносила их царева служба. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.